Прежде чем заказывать новый генератор, надо все-таки диагностировать и точно понять, что это у нас действительно он. Потому что у нас есть в цепи вот эта неисправность, когда не заряжается аккумулятор. Есть, значит, три устройства: генератор, реле и аккумулятор. Все начинается с аккумулятора. Вот у вас не заряжается аккумулятор, что-то с зарядкой. Берем аккумулятор, заряжаем его полностью, даем ему там отстояться и проверяем. Проверяем, где тут у нас плюсик, где тут у нас минусик, чик-пик. 13,01. То есть, если на аккумуляторе меньше, чем 12,4 вольта, аккумулятор выкидывается после зарядки, если он не берет после заряд. У нас более-менее 13. И заряженный аккумулятор нам нужен, чтобы протестировать генератор. То есть аккумулятор нормальный. Берем его обратно. Вставляем. Не смотрите, что видно кусок шлема. То есть я поэкспериментировал. Оператора у меня нету пока что. А хочется все снимать. Так вот. Камера на шлеме обеспечивает практически идеальный ракурс. То есть у тебя свободно две руки. И она показывает именно туда, куда нужно. Прицепляем все обратно. Есть. Есть. Что у нас там на приборке? Все отлично. Мили. Американская приборка, вот когда разъединяется, получается, цепь или пропадает до какого-то уровня напряжения на аккумуляторе, оно сбрасывает все пробеги, мили, переключается на мили. То есть это символ того, знак того, что что-то происходит. Следующий пункт. Вот мы его подсоединили. И теперь нужно проверить, как работает реле-регулятор. Так, косвенно. 12,9. Должно быть 13,8. Напряжение должно расти при... То есть оно как бы растет. Вы видите, 12. Реле-регулятор работает. Напряжение растет при увеличении оборотов. Единственное, что оно плохо растет, это, наверное, скорее говорит о том, что обмоточки у нас там одна могла сгореть, остальные непонятно как работают. То есть что-то там с генератора поступает. Значит, следующий шаг, нам нужно добраться до генератора. Для этого нужно все снять. Пластик снять и добраться до разъемов, которые расположены под этим пластиком, и померить напряжение, которое выдают обмотки. Нам нужно снять дуги сначала. Откручиваем. И эть. Опа. Вот, ну, по большому счету, если ехать куда-то и планировать путешествовать далеко, то надо все эти штуки уметь крутить самому. Масло менять, колодки тормозные. Это все такое. Не будешь же там где-то черти где, блин. Платить шалені гроші. Опа. Для того, чтобы снять пластик, нам нужно снять вот эту штуку. И внизу там. Чик. Начинаем это все разбирать. Вот такая отверточка очень, конечно, блин, тут помогает. Вот. Вот так. Тут мы выкрутим, берем его вот так вот. Чик. Достаем. Так раз.
Теперь нам нужно открутить вот эту андапку. Вот это вот. Вот это, и вот эти все болты, потому что он сюда-сюда ходит, и вот эти вот два. Так. Вроде бы хорошо, а вроде бы не очень. Начинаем выкручивать вот эти вот штуки. Так. Так. Чтобы половинку пластика, тут еще вот там вот две андапки есть снизу. Сейчас мы до них доберемся. Нижние андапочки, вот это целое. Тут просто так не подлезешь к ним, блин. Вот так вот садишься туда и начинаешь. Ну, отверточку такую всем рекомендую, блин. Андапки разбирать, вот эти, это жопа. Вот это нужно открутить. И вот это вот раз. Вот это вот. Откручиваем вот эти болтики. Они такие прикольные. С таким этим бортиком. Чтобы не раздавить пластик. С проставочкой такой. И вот тут еще один. Все, пластик можно снимать боковой, смотрите. Хоть. И ну так вот. И привет. Получили мы доступ к этой истории. Значит, нам нужен вот этот вот провод. Вот он красавчик. Чик-чик-чик. Берем. Идите все нафиг. Кенция. Итак, вот видите, вот наш реле. Регулятор любимый. И вся наша вот эта вот история. Значит, мы ее разматываем. У меня тут такое, видите, тут разъем. Вот на вот этом месте должен быть разъем. Он постепенно контакты окисляются. Оно все там оплавляется и становится плохо ему. Вот. Теперь это все вот так вот скручено. Не запаяло это дело. Раскрутил я эти, смотрите, контакты. Вот мы их так вот. А сейчас будем это все проверять. Я так закрутил, чтобы оно не коснулись, чтобы они друг друга не коснулись. Значит, сейчас мы будем мерить напряжение, которое выдают обмотки. Заводим. И меряем. 5. 3. Ну, сгоревшая. 4. Должно быть где-то 40 на всех. Короче. Ну, понятно. Все понятно, надо снимать генератор и смотреть, что там с ним. Чтобы снять генератор полностью, нам надо снять ту сторону пластика всю. Всегда, в принципе, аналогично все, чтобы времени не терять. Я вам сейчас сниму, и когда сниму пластик, уже дальше мы посмотрим. Так, значит, сняла боковой пластик, и нам нужно добраться до вот этой вот крышечки, вот эта крышка генератора. Чтобы до нее добраться, нам нужно сделать несколько вещей. Снять бачок сюда отодвинуть. Разъединить эти разъемы. И вот эти вот трубочки нам тоже мешают. Их нужно немножко сюда в сторону убрать. Раз. Так, вот сюда он идет. Наш красавчик. Чик. И наш... Нам нужен вот этот бачок. Вот открутить вот эти вот два болтика. Чик-чик. Там у меня
Вот видите, проставочки. За ними надо следить, чтобы они куда-нибудь не свалили. Чтобы бычок у нас не валялся по земле. Вот так вот его возьму. И сюда привяжу. Тик. Вот здесь так. Теперь вот эти вот разъемы и вот эта трубочка. Трубочку можно просто сюда вот так вот куда-нибудь. Значит, вот этот разъем нам нужно теперь. Берем. Вот тут оно такое зажато, такой штучкой. Вот эти все разъемы надо отсоединить. Есть. Шло. Есть. Есть. Все. Чтобы они не мешались нам. Практически мы готовы его снять. Но прежде чем снять, видите, кабель как проложен через весь двигатель. Нам нужно на ту сторону этого кабеля прикрутить веревочку, нить рядный, которая нам поможет потом этот кабель просунуть обратно, чтобы не разбирать весь мотор. Значит, что мы делаем? Прикручиваем вот так вот. Так вот хорошо прикручиваем ее, чтобы она не слезла, когда мы будем тянуть. Там как-то усилия такие серьезные, можно дернуть. И наша ниточка представьте, что как ее прокладывать потом. Вот так вот ее вокруг обматываем, чтобы они просто какое-то было там у них сопротивление, если ее тянуть. Если вот это не сделать, будет потом капец. Вы представьте, как вот туда залезть. Это нужно весь бак снять, airbox и все на свете. Нафиг оно надо. Все, сделали мы нашу ниточку, ее хватит по длине. Теперь будем снимать крышку генератора. Значит, что нам понадобится? Тут вытекает немножко масла. Когда она снимается, эта крышечка, значит, мы ее так вот примерно, да, и начинаем крутить. То есть это у нас тут болтики на 8. Они все одинаковые, как бы можно тут сильно. Не. Там прокладочка, которую я первый раз снимал, ее пришлось сделать. Заново она порвалась. Ну, вот это, может, еще не успела прикипеть. Может, она и останется. Вы когда снимаете, он сильно магнитом туда притягивается. Ротором. 4. И последний болтик. А, не последний. Так что... Опа. Все сорвали. Сейчас оно нам немножко тут потечет. Вот она. Раз. Ой-ой-ой-ой. Ой, посмотрите, что тут творится. Куски вот этой срани. Теперь все. Дай бог, чтобы оно в маслофильтре было. Фильтр менять. Масло менять. Такая вот история. Да, печально. Вот вам перемотанные генераторы. Видите, что происходит? Жесть.